Урок 1. Здоровые привычки. Привет, Анна. Ты уже сделала утреннюю зарядку? Доброе утро. Да, я только что закончил короткую пробежку по парку. Это действительно будет меня и заставляет кровь течь. Отлично. Я сам предпочитаю быструю прогулку. Это отличный способ начать день. Совершенно верно. Свежий воздух и немного движения. Идеальный способ зарядиться энергией перед тем, как приступить к работе. Я согласен. Я заметил, что в последнее время вы приносите свой обед на работу. Это часть вашего нового здорового образа жизни. Так оно и есть. Я стараюсь готовить больше еды дома, а не обедать вне дома. Это лучше для моего кошелька и талии. Готовить дома намного полезнее. Какое твое любимое домашнее блюдо? Я бы сказала, что это жаркое с овощами. Оно быстрое, богатое питательными веществами и очень вкусное. Звучит очень вкусно. Мне надо попробовать сделать это самому. Какие-нибудь советы начинающему кулинару вроде меня? Обязательно начните со свежих сезонных овощей. И не бойтесь экспериментировать с разными приправами. Понятно, учту это. Спасибо за совет. Здоровые привычки очень важны. Добро пожаловать! Забота о себе должна быть приоритетом. Небольшие изменения могут иметь большое значение. Совершенно верно. Я постараюсь включить в свой распорядок больше физических упражнений и домашних блюд. Приятно это слышать. Я с радостью поделюсь любыми другими полезными советами, если они вам понадобятся. Я благодарна за это. Было здорово побеседовать с вами об этом. Приятного вам остатка дня. Урок 2. Советы путешественникам. Простите, у вас есть минутка, чтобы обсудить планы путешествий. Конечно. Я с удовольствием поделюсь с вами своим опытом путешествий. Отлично, спасибо. Я надеюсь запланировать поездку в Европу этим летом, но не знаю, с чего начать. Европа – это такой разнообразный континент с множеством невероятных мест. Где вам больше всего интересно побывать? Что ж, мне бы очень хотелось увидеть знаковые достопримечательности в таких местах, как Париж, Лондон и Рим. Но мне также интересно посетить некоторые менее известные места. Отличный подход. Я бы порекомендовал провести хотя бы неделю в каждой стране, чтобы полностью погрузиться в культуру. Неделя в каждом месте. Похоже, на это уйдет много времени. Есть ли у вас какие-либо советы, как максимально использовать мое время? Совершенно верно. Я бы посоветовал сосредоточиться на 3-4 странах и по-настоящему погрузиться в эти места. В этом есть смысл. Есть ли рекомендации по городам или регионам этих стран, которые стоит посетить? Для Франции я, конечно, очень рекомендую Париж, а также потрясающую сельскую местность Прованса. Прованс звучит прекрасно. А что в других странах? В Великобритании обязательно посетите Лондон, но не стоит забывать об очаровательных городах, таких как Эдинбург и Озерный край.
Замечательно. Все они звучат прямо в моем переулке. А для Италии? Для Италии Рим и Флоренция являются знаковыми достопримечательностями, но Венеция и побережье Амальфи также невероятны. Эго, мне есть над чем подумать. Я очень признателен за то, что вы поделились своим опытом в сфере путешествий. Я с радостью помогу. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы, когда вы начнете планировать свое европейское приключение. Я обязательно это сделаю. Это было очень полезно. Меня вдохновляет забронировать поездку прямо сейчас. Урок 3. Прибрежное блаженство. Ах, я хотела спросить вас, что вам больше всего нравится в походах на пляж? А, это отличный вопрос. Для меня все дело в ощущении солнца на коже и шума волн. Согласен, в отдыхе у океана есть что-то успокаивающее и освежающее. У тебя есть любимый пляж, который ты любишь посещать. Определенно. Мне нравятся пляжи на побережье Амальфи в Италии. Вода просто самого великолепного оттенка синего. Ух ты, побережье Амальфи. Да, могу себе представить, как это должно быть потрясающе. Чем тебе нравится заниматься, находясь там? А, я мог бы часами гулять по побережью и любоваться видами. И, конечно, нет ничего лучше, чем окунуть пальцы ног в прохладную воду в жаркий день. Звучит просто чудесно. Признаюсь, идея теплого песка между пальцами ног сейчас очень привлекательна. Я знаю, что ты имеешь в виду, но песок может быть очень горячим. Ты когда-нибудь сталкиваешься с этим? Абсолютно. Помню, как однажды песок практически обжигал мои ноги, когда мы возвращались из воды. Да, это самое худшее. Я всегда беру с собой сандалии или шлепанцы, чтобы защитить ноги. Умное мышление. Мне придется запомнить это при следующей поездке на пляж. Так что еще тебе нравится в отдыхе на берегу океана? Хм, надо сказать, общее ощущение расслабления и свободы. В том, чтобы находиться рядом с водой, есть что-то такое спокойное. Не могу не согласиться с этим. Это идеальный способ расслабиться и зарядиться энергией. Теперь мне очень не терпится спланировать пляжный отдых. Тебе обязательно стоит это сделать. Я буду рад поделиться своими любимыми советами по пляжу, если вам понадобятся другие рекомендации. Я благодарна за это. В этой беседе я мечтаю о мягком песке, прохладном бризе и кристально чистой воде. Урок 4. Кулинарное приключение. Доброе утро! Я надеялся, что сегодня мы сможем поговорить о наших любимых блюдах. Отличная идея. Мне всегда не терпится обсудить вкусную кухню. Замечательно! Я знаю, что вы уже упоминали, что наслаждаетесь корейской едой. Какие твои любимые корейские блюда? Хороший вопрос. Я просто обожаю бибимпап, смесь риса, овощей и вкусного соуса гочуджанг просто божественно. Ах да, бибимпап такой ароматный и сытный. Какие еще корейские блюда вы пробовали и любили? Дай мне подумать.
Я также большой поклонник тушеного кимчи. Пряные и острые вкусы очень приятны. Тушеное кимчи. Да. Не думаю, что я такое раньше ел. Каков базовый препарат? В его приготовлении в качестве основного ингредиента используется ферментированное кимчи, свинина, тофу и различные овощи. Бульон насыщенный и динамичный по вкусу. Звучит просто аппетитно. Посмотрим, смогу ли я найти хороший корейский ресторан, чтобы попробовать его. Определенно. В корейской кухне есть множество вкусных блюд, помимо классических, таких как бульгоги и джапча. Совершенно верно. Мне интересно, есть ли другие менее известные корейские блюда, которые вы бы порекомендовали? А, дай мне подумать. Япча — это личный фаворит. Эта лапша из сладкого картофеля настолько уникальна и вызывает привыкание. Джейпчи? Да. Не думаю, что я с таким раньше сталкивался. Что это значит? Это сладкое, пикантное и слегка жевательное стеклянное блюдо с лапшой, приготовленное из овощей, а иногда и говядины. Вкусы просто великолепны. Ух ты! Это звучит как интригующая комбинация. Я проголодался от одной мысли об этом. Ха-ха, я тоже. Корейская еда — это настоящее кулинарное приключение. Здесь всегда можно открыть для себя что-то новое и интересное. Благодарю вас за то, что вы поделились своим опытом. Вы определенно пробудили у меня интерес к изучению других корейских блюд. В любое время. Я буду более чем рад как-нибудь пригласить вас в корейский гастрономический тур. Возможно, я просто приму твое предложение. Это был восхитительный разговор о нашей взаимной любви к вкусной кухне. Урок 5. Исторический роман. Приветствую! Мне было интересно сегодня немного обсудить раннюю американскую историю. Абсолютно. Мне всегда не терпится узнать больше о происхождении Соединенных Штатов. Замечательно! Вы слышали историю Покахонтас и капитана Джона Смита? Да, мне знакома эта увлекательная история начала 1600-х годов. Это такая захватывающая история. Действительно. Насколько я понимаю, их встреча произошла в 1606 году во время первого английского поселения в Джеймстауне, штат Вирджиния. Верно. Покахонтас была молодой коренной американкой, которая подружилась с английскими колонистами, включая капитана Смита. Именно так. И если я правильно помню, король Англии Яков I фактически одобрил создание колонии Джеймстаун. Вы абсолютно правы. Лондонская Виргинская компания получила королевскую хартию от короля Джеймса в 1606 году. Увлекательно. Знаете ли вы, что побудило короля дать зеленый свет предприятию в Джеймстауне? Если я не ошибаюсь, англичане стремились расширить свое колониальное присутствие и закрепиться в новом свете. Ах да, в этом есть смысл. Скорее всего, они хотели конкурировать с испанцами и обеспечить себе экономические возможности. Точно.
Колонизация Виргинии рассматривалась как способ повысить глобальное влияние и процветание Англии. Интересно. И, конечно же, история Покахонтас и Джона Смита стала неотъемлемой частью этой истории. Совершенно верно. Их отношения, будь то романтические или нет, стали легендой. Действительно, это захватывающая история о межкультурном взаимодействии и сложностях колониальной эпохи. Я согласен. Изучая нюансы этого исторического периода, мы можем многому научиться. Определенно. Я благодарю вас за то, что вы пообщались со мной по этой теме. Это была интересная дискуссия. Это мое удовольствие. Мне всегда нравится погружаться в богатую палитру нашей общей истории. Урок 6. Шопинг-приключения. Добрый вечер, я слышала, что вы сегодня ходили по магазинам. Как все прошло? Отлично. Я прекрасно провел время, прогуливаясь по магазинам в центре города. Приятно это слышать. В итоге вы нашли что-нибудь интересное. Я действительно так и сделала. Я купила несколько новых нарядов, которые мне очень нравятся. Замечательно. Вы обычно ходите по магазинам с друзьями или семьей. Это зависит от обстоятельств. Иногда я хожу сама, а иногда беру с собой всех, кто хочет присоединиться ко мне. В этом есть смысл. Делать покупки в компании всегда веселее. Не правда ли? Абсолютно. Я считаю, что это отличный способ наверстать упущенное и провести время вместе. Думаю, что да. Чем обычно занимаетесь вы и ваши друзья или семья, когда ходите по магазинам? А, мы ходим по магазинам, примеряем одежду и высказываем друг другу честные мнения. Это настоящий опыт общения. Звучит восхитительно. Есть ли у вас любимые магазины или торговые районы в этом районе? Ерю. В центре города есть очаровательный маленький бутик, который я просто обожаю. Владелец очень дружелюбный и услужливый. Это замечательно. Всегда приятно найти эти скрытые магазины драгоценных камней, не так ли? Совершенно верно. И знаете, иногда мы даже перекусываем или заходим выпить кофе в перерывах между магазинами. АО. Похоже, это идеальный день для отдыха. Немного шопинга, немного ужина, ничего лучше не получится. Точно. На мой взгляд, это прекрасный способ провести день. Я, конечно, вижу эту привлекательность. Возможно, в следующий раз мне придется присоединиться к вам и вашей команде. Добро пожаловать. Думаю, вам очень понравится этот опыт. Благодарю за приглашение. Похоже, это прекрасный способ провести день. Урок 7. Гражданский долг. Утро. Вы слышали о предстоящем дежурстве присяжных в нашем городе? Да, у меня есть. Это важная гражданская ответственность, которую мы все должны выполнить. Действительно. Я только что получил повестку по почте на днях.
В самом деле, вы нервничаете из-за работы в жюри. Честно говоря, я немного напугана. Я никогда этого раньше не делала. Я понимаю это чувство, но стараюсь не слишком волноваться. Это опыт, открывающий глаза. Думаю, вы правы. Каков был ваш опыт работы в жюри? Что ж, несколько лет назад я участвовал в уголовном деле. Иногда оно было напряженным, но очень информативным. Могу себе представить. Считаете ли вы этот процесс справедливым и беспристрастным? Совершенно верно. Судья и адвокаты приложили все усилия, чтобы обеспечить справедливое судебное разбирательство. Это обнадеживает слышать. Я хочу серьезно относиться к своему гражданскому долгу. Уверена, что так и сделаете. Просто будьте непредвзяты и внимательно выслушайте доказательства. Это хороший совет. Есть ли у вас другие советы для начинающих присяжных? Дай мне подумать. А, я бы порекомендовал делать заметки и задавать вопросы, если вы не уверены. Отмечено. Я обязательно это сделаю. Как насчет затраченного времени? Это может быть по-разному, но планируйте как минимум на несколько дней или неделю, а в сложных случаях, возможно, и дольше. Вау, это довольно значительное вложение времени. Надеюсь, мой работодатель отнесется к вам с пониманием. Уверен, что так и будет. Долг присяжных– это защищенное право, которое работодатели должны уважать. Приятно это знать. Теперь я чувствую себя немного лучше подготовленным благодаря вашим рекомендациям. Урок 8. Разговор о валюте. Простите, у вас есть время обсудить обменные курсы. Совершенно верно. Я с удовольствием поговорю об этом. О чем ты думаешь? Что ж, я планирую поездку за границу и хочу узнать текущий обменный курс. Отличное время. Похоже, что в последнее время обменный курс немного колеблется. Понимаю. Есть ли простой способ следить за последними тарифами? Да, есть несколько хороших вариантов. Многие банки и службы обмена валюты имеют онлайн-инструменты. Хорошо, это приятно знать. Мне придется проверить несколько разных источников. Определенно. Сравнение тарифов разных поставщиков поможет вам найти лучшие предложения. Совершенно верно. И должен ли я обменять валюту перед отъездом или дождаться приезда? Отличный вопрос. Часто это зависит от конкретного пункта назначения и валюты. Это хорошее замечание. Я поеду в Европу, поэтому евро станет основной валютой. В этом случае лучше всего обменять немного денег перед поездкой. Хорошо, в этом есть смысл. Как насчет использования моей дебетовой или кредитной карты, пока я там? Пользоваться картами очень удобно, но обменные курсы и комиссии могут быстро возрасти. Понимаю. Значит, лучше использовать местную валюту и карты.
Точно. Таким образом, вы получаете гибкость и сможете минимизировать затраты на конверсию. Отличный совет. Я очень признателен, что вы нашли время рассказать мне об этом. Совсем не проблема. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы при планировании поездки. Урок 9. Изучение вариантов размещения. Доброе утро. Я хотел обсудить несколько вариантов, где остановиться в моей предстоящей поездке. Замечательно. Я буду рад помочь вам изучить некоторые варианты размещения. Я пытаюсь решить, жить ли мне в центре города или чуть дальше. Это отличное соображение. Какие плюсы и минусы вы взвешиваете? Что ж, мне нравится идея оказаться в самом центре города. В этом есть смысл. Удобство близости к магазинам, ресторанам и достопримечательностям привлекает внимание. Именно так. Но я также слышал, что проживание за пределами центра может быть более доступным. Это хорошее замечание. Цены, как правило, ниже, чем дальше вы удаляетесь от центра города. Это важный фактор, который следует учитывать при составлении бюджета на поездки. Совершенно верно. Вы уже рассмотрели какие-либо конкретные районы или варианты отелей. Не вдаваясь в подробности, но я подумывал посмотреть несколько отзывов в интернете. Отличная идея. Чтение отзывов может дать вам хорошее представление о плюсах и минусах каждой области. Верно, так я смогу взвесить компромисс между стоимостью и удобством. Точно. И не забудьте также позаботиться о транспорте, если вы находитесь за пределами центра. Отличный звонок. Мне нужно посмотреть, насколько легко передвигаться из разных мест. Определенно. Последнее, чего вы хотите, это чувствовать себя изолированным или проводить много времени в поездках на работу. Совершенно верно. Это очень полезно. Я ценю, что ты обсудил это со мной. Я рада, что смогла поделиться полезной точкой зрения. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Подойдет. Теперь я лучше знаю, с чего начать поиск жилья. Урок 10. Планирование отдыха на выходных. Хорошо, я пытаюсь доработать планы путешествий на выходные. Отлично. Я буду рад помочь вам разобраться в деталях. Я подумываю уехать в пятницу утром и вернуться в воскресенье. Ладно, вы отлично проведете долгие выходные. Куда ты планируешь поехать? Я подумываю о поездке на побережье, но готов рассмотреть и другие идеи. В это время года побережье может быть прекрасным. Чем вы надеетесь заняться в своей поездке? Я хотел бы отправиться в поход, возможно, посетить несколько небольших прибрежных городов. Звучит как прекрасный план. Пейзажи и причудливые города просто очаровательны. Именно так. И я надеюсь найти уютную маленькую гостиницу или отель типа
постель и завтрак для проживания. Отличная идея. Такие варианты размещения действительно могут улучшить впечатление. Совершенно верно. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по конкретным городам или местам, которые стоит посетить? Дай мне подумать. На ум приходят несколько городов: Сисайд и Кеннон-Бич. Кеннон-Бич. Именно здесь находится знаменитая скала Хейстек, верно? Да, это та самая. Это живописный маленький городок с великолепными пляжами. Отлично, тогда это определенно входит в мой список. Мне нужно будет забронировать проживание в ближайшее время. Определенно, чем раньше, тем лучше, особенно для отдыха на выходных. Отличный совет. Я начну искать жилье сегодня вечером. Замечательно, я уверен, что вы найдете идеальное место для отдыха на выходных. Я ценю твою помощь. Это действительно обещает быть фантастическим путешествием. Урок 11. Советы по домашней безопасности. Привет, Анна. Я подумываю об усилении безопасности в моем доме. А, это умная идея. Какие вещи вы рассматриваете? Что ж, я слышал, что датчики движения могут быть очень эффективными. Безусловно, это отличный сдерживающий фактор. Они отпугнут любых потенциальных злоумышленников. Точно, это отличный способ отпугнуть потенциальных злоумышленников. Я тоже добавлю это в свой список. Определенно. А вы думали об установке системы видеонаблюдения? Знаете, это хорошее замечание. Я обсуждал возможность установки нескольких камер. Они могут быть очень полезны для мониторинга активности в вашем доме. Да, и мне нравится, что я смогу проверить отснятый материал, если случится что-то подозрительное. Безусловно, это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и душевного спокойствия. Конечно. Я также подумываю об обновлении замков на дверях и окнах. Это разумный шаг. Очень важно обеспечить безопасность точек входа. Определенно. Возможно, я займусь умными замками, которыми смогу управлять удаленно. А, это отличная идея. Удобство удаленного доступа очень удобно. Точно, и это позволит мне еще раз убедиться, что все заперто. Замечательно. Похоже, что вы действительно принимаете правильные меры для повышения безопасности своего дома. Я хочу, чтобы мой дом и семья были максимально защищены. Я могу это оценить. Безопасность всегда должна быть главным приоритетом. Совершенно верно. Спасибо за полезные предложения. Сейчас мне есть над чем подумать. Урок 12. Великая миграция. Утро. Вы слышали о Великой миграции, произошедшей в начале 20 века? Нет, не думаю, что я с этим знаком. Что вы можете мне об этом рассказать? Что ж,
Это было значительное перемещение афроамериканцев с юга на север городов. Ах, понятно. Какие факторы привели к этой миграции? Многие пытались избежать репрессивных законов Джима Кроу и системы долевого земледелия на юге. И я полагаю, что обещание лучших экономических возможностей на севере также было ничьей. Именно так. В таких местах, как Чикаго, наблюдался приток афроамериканских рабочих, особенно в промышленности. Это очень интересно. Я знаю, что музыкальная сцена Чикаго действительно выиграла от этого притока. Совершенно верно. Джазовые музыканты, такие как Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, переехали на север, в Чикаго. Ух ты! Это, должно быть, оказало огромное влияние на развитие джаза в городе. Так и получилось. Звуки Великой миграции помогли сформировать культовый чикагский джазовый стиль. Я могу себе представить, какую энергию привнесли в город все эти новые жители. Определенно. Это был период перемен, который оставил неизгладимый след в таких местах, как Чикаго. Удивительно, как такая массовая миграция может изменить культурный ландшафт города. Совершенно верно. Великая миграция стала поворотным моментом в истории афроамериканцев. Я рад, что нам удалось обсудить эту важную главу. Еще очень многое предстоит узнать об этом. Определенно. Это увлекательная история, заслуживающая большего внимания и изучения. Урок 13. Подготовка интервью. Эй, у меня скоро важное собеседование. Какие-нибудь советы, как это сделать? Что ж, главное — сосредоточиться на невербальном общении во время собеседования. Невербальное общение. Что именно вы под этим подразумеваете? Такие вещи, как язык тела, зрительный контакт и осанка, могут произвести большое впечатление. Понимаю. Так как же мне убедиться, что я подаю правильные невербальные сигналы? Старайтесь сохранять уверенную открытую позу. Избегайте скрещивания рук и нервозности. Понял. А как насчет зрительного контакта? Какова правильная сумма? Поддерживайте хороший зрительный контакт, но не смотрите. Это говорит о том, что вы увлечены и внимательны. Хорошо, в этом есть смысл. На что еще мне следует обратить внимание? Да, крепкое рукопожатие может во многом произвести положительное первое впечатление. Крепкое рукопожатие, да. Я обязательно потренируюсь в этом заранее. Определенно. И не забывайте улыбаться и говорить четко на протяжении всего интервью. Улыбка, зрительный контакт, осанка — многое нужно иметь в виду. Я ценю советы. Без проблем. Просто сосредоточьтесь на проявлении уверенности и профессионализма. Отличный совет. Теперь я лучше подготовлен к большому интервью. Уверена, у тебя все получится. Просто не забудьте использовать эти невербальные навыки. Подойдет.
Еще раз спасибо за полезные советы. Урок 14. Оставайтесь на связи в дороге. Простите, вы случайно знаете, есть ли в этом отеле высокоскоростной Wi-Fi? Да, думаю, да. Я увидела табличку с надписью бизнес-центра с бесплатным Wi-Fi. Отлично, именно на это я и надеялся. Мне нужно кое-что поработать во время моего пребывания. Совершенно верно. В наши дни надежный доступ в интернет очень важен, особенно для деловых путешественников. Определенно. Я рассчитываю на то, что смогу оставаться на связи, находясь в дороге. Могу себе представить. Какую работу вы планируете выполнять в сети Wi-Fi в отеле? В основном просто просматриваю электронные письма и просматриваю некоторые документы перед предстоящей встречей. Ах, понятно. Высокоскоростной Wi-Fi должен идеально подойти для таких задач. Отлично. Это такое облегчение, когда отели предлагают гостям хороший интернет-сервис. Я согласен. Это стало важным удобством, особенно в деловом мире. Конечно. В наши дни я всегда проверяю ситуацию с Wi-Fi, прежде чем бронировать отель. Умный ход. Когда интернет работает медленно или ненадежно, может быть очень неприятно. Совершенно верно. Это действительно может снизить вашу производительность и усложнить задачу. Определенно. Я рад, что в этом отеле, похоже, есть надежная система Wi-Fi для гостей. Я тоже. Это сделает мое пребывание здесь намного продуктивнее и удобнее. Урок 15. Бронирование идеального проживания в отеле. Простите, я не могла не услышать, что вы бронируете номер в отеле. А, да. Я планирую деловую поездку, и мне нужно найти хорошее место для проживания. Понимаю. Как долго вы пробудете здесь? И сколько гостей будет у вас? Что ж, я пробуду там 5 ночей, а в это путешествие буду ехать только я. Хорошо. Отлично. 5 ночей для деловой поездки в одиночку. Это дает вам несколько хороших вариантов. Именно так. Я хочу найти отель со всеми удобствами, необходимыми для работы. Определенно. Такие вещи, как высокоскоростной интернет, удобное рабочее место и, возможно, тренажерный зал. Совершенно верно. Хорошие рестораны поблизости тоже подойдут для трапезы. Конечно. Удобный выбор блюд может существенно повлиять на деловую поездку. Определенно. Я хочу сосредоточиться на своей работе без особых хлопот. Совершенно понятно. Вы уже начали искать отели в этом районе. Пока нет, я как раз собирался начать изучать некоторые варианты. Какие-нибудь рекомендации? На самом деле, во время моей последней деловой поездки я отлично провел время в отеле Hilton Даунтаун. В отеле «Хилтон». Да. Мне придется взглянуть на это. Что тебе в этом понравилось? Номера были просторными и удобными, а Wi-Fi был быстрым и надежным.
Звучит превосходно. Я обязательно загляну в отель Hilton, так как сужу выбор. Замечательно. Надеюсь, вы сможете найти идеальный отель для предстоящей поездки. Я тоже. Спасибо за полезное предложение. Я благодарна за это. Урок 16. Попробуйте новое хобби. Простите, я не могла не услышать, как вы говорите о том, чтобы попробовать себя в новом хобби. Да. Я подумываю о том, чтобы заняться новым делом, но немного нервничаю из-за этого. Понимаю. О каком хобби вы мечтали? Возможно, я могу дать совет. Что ж, я подумывал попробовать свои силы в гончарном деле. Кажется, это такое успокаивающее ремесло. Керамика. Да, это интересный выбор. Что заставляет тебя нервничать из-за этого? Думаю, меня беспокоят необходимые настройки, например, привыкание к оборудованию. Это понятно. Поначалу пробовать что-то новое определенно может быть пугающе. Именно так. Не уверен, хватит ли у меня терпения или навыков, чтобы по-настоящему освоиться. Понимаю. Но знаете, самое замечательное в хобби– это то, что вы можете не торопиться. Это хорошее замечание. Мне не обязательно сразу становиться экспертом. Все дело в путешествии. Точно. Процесс обучения и совершенствования– это половина удовольствия от нового хобби. Вы абсолютно правы. Думаю, мне просто нужно попробовать и не волноваться. Определенно. И кто знает, возможно, в конечном итоге вы обнаружите скрытый талант к гончарному делу. Это было бы потрясающе. Хорошо, думаю, я на это пойду. Спасибо за поддержку. В любое время. Я рад, что смог помочь вам с большей уверенностью попробовать что-то новое. Урок 17. Изучение различных убеждений. Простите, я не могла не подслушать ваш разговор. Надеюсь, вы не против, чтобы я вмешался. Совсем нет. Пожалуйста, продолжайте. Мне всегда интересно услышать разные точки зрения. Что ж, вы говорили о нашей гордости, стыде и убеждениях, и это заставило меня задуматься. Ах, да. Это сложная тема, не так ли? Наши личные убеждения и ценности, безусловно, могут отличаться от человека к человеку. Совершенно верно. И я думаю, важно признать, что, хотя мы и не всегда согласны друг с другом, мы все же можем уважать друг друга. Именно так. То, что у нас разные убеждения, не означает, что мы должны позволять этому разделять нас или становиться источником стыда. Точно. Мы должны стремиться быть открытыми и пытаться понять, откуда пришел другой человек. Определенно. В конце концов, все мы люди, и у всех нас есть свой уникальный опыт, который формирует наше убеждение. Отличное замечание. Важно помнить, что наши убеждения часто основаны на наших личных путешествиях. Совершенно верно.
И хотя мы не можем изменить мнение друг друга, мы все же можем учиться друг у друга и расти вместе. Определенно. Полезно прислушиваться к разным точкам зрения, даже если мы не полностью с ними согласны. Определенно. Все дело в том, чтобы найти баланс между тем, чтобы твердо отстаивать свои убеждения и при этом уважать других. Я не мог сказать этого лучше. Это тонкий танец, но научиться ему стоит. Совершенно верно. Я думаю, что развитие этого навыка принесло бы пользу всем нам. Согласовано. Это путешествие, но оно важно для построения более взаимопонимающего и сострадательного мира. Хорошо сказано. Я благодарен, что мы побеседовали об этом. Это дало мне много поводов для размышлений. Урок 18. Нахождение баланса в интенсивных дискуссиях. Эй, я не могла не заметить, что в последнем разговоре вы выглядели немного напряженными. Вы правы. На мгновение там действительно стало немного напряженно. Да, я все понял. Может, нам стоит сделать перерыв и вернуться к этому позже. На самом деле это звучит как отличная идея. Иногда полезно отойти, когда все становится слишком жарко. Совершенно верно. Мы не хотим говорить что-то, о чем могли бы пожалеть в самый разгар дня. Именно так. Передышка действительно может помочь нам взглянуть на вещи в будущее. Определенно. Кроме того, это дает нам возможность остыть и подойти к теме с более четкой головой. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы найти этот баланс, понимаете. Мы увлечены своими убеждениями, но при этом остаемся непредубежденными. Именно так. Мы можем быть твердыми в своих убеждениях, но при этом уважать тот факт, что другие могут смотреть на вещи по-другому. Совершенно верно. И знаете, иногда полезно просто соглашаться не соглашаться на некоторые вопросы. Определенно. Нет необходимости форсировать решение, если мы просто собираемся поссориться. Именно так. Мы все еще можем провести продуктивную дискуссию, но не перерасти в дискуссию. Определенно. Все дело в том, чтобы найти золотую середину, где мы сможем исследовать разные точки зрения, не вступая в конфронтацию. Совершенно верно. И знаете, иногда полезно просто признать, что по некоторым вопросам мы, возможно, никогда не сходимся во мнениях. Вы замечаете очень хорошие замечания. И это нормально. Нам не обязательно во всем соглашаться, чтобы сохранить значимую связь. Именно так. Главное — уметь вести эти интенсивные дискуссии с сочувствием и уважением. Я не мог сказать этого лучше. Это навык, требующий практики, но он того стоит. Урок 19. Обсуждение вопросов охраны окружающей среды. Утро. Вы узнали новости об этом новом заповеднике. Да, я так и сделала. Я так рада слышать, что они работают над защитой этих мест обитания. Совершенно верно. Очень приятно видеть, как люди принимают меры по этим вопросам. Определенно.
Сохранение природной среды имеет решающее значение для выживания многих видов. Именно так. И дело не только в животных, это приносит пользу всей экосистеме. Абсолютно. Здоровая среда обитания приносит множество преимуществ окружающим сообществам. Совершенно верно. Такие вещи, как чистый воздух, чистая вода и устойчивые источники пищи. Именно так. От этого выигрывают все, когда мы можем найти способы сосуществования с природой. Определенно. И это не всегда просто, но очень важно продолжать стараться. Вы правы. Есть много проблем, но каждая мелочь помогает. Определенно. Даже небольшие действия могут иметь большое значение в долгосрочной перспективе. Совершенно верно. И я рад, что все больше людей принимают участие и принимают активное участие. Я тоже. Вдохновляет то, что сообщество объединилось для достижения этой цели. Определенно. Если мы все внесем свой вклад, мы действительно сможем добиться долгосрочных перемен. Совершенно верно. Только так мы сможем защитить эти драгоценные места обитания. Именно так. И дело не только в окружающей среде, речь идет о будущем нашей планеты. Не могу не согласиться с этим. Мы должны думать о долгосрочной перспективе и делать все возможное для будущих поколений. Совершенно верно. Наша обязанность — хорошо распоряжаться землей. Хорошо сказано. Это большая задача, но я уверен, что мы готовы ее выполнить. Урок 20. Обсуждение деловых переговоров. Привет, Анна. У тебя была возможность продолжить переговоры, которые мы обсуждали. Да, я так и сделала. Я снова поговорил с ними, и они, похоже, восприняли наше предложение. Замечательно. Каковы были их основные проблемы или темы для обсуждения? Что ж, они упомянули несколько вещей, которые хотели бы, чтобы мы учли в соглашении. Понимаю. Какие корректировки или компромиссы они предложили? Они спросили, можем ли мы быть более гибкими в отношении сроков и структуры платежей. Это разумно. Вы чувствовали, что смогли найти золотую середину. Думаю, да. Мы обсудили несколько вариантов, которые могли бы подойти обеим сторонам. Отлично, это обнадеживает. О каких ключевых деталях вам удалось договориться? Мы остановились на немного расширенных сроках и более поэтапном плане платежей. Отлично, похоже, это продуктивный компромисс. Высказывали ли они какие-либо другие требования? Да, они также хотели получить некоторые разъяснения относительно объема работы и результатов. Хорошо, в этом есть смысл. Вы смогли предоставить необходимые данные. Да, я ознакомился с полным планом проекта и ответил на все их вопросы. Замечательно. Похоже, вы отлично провели эти переговоры. Спасибо. Я старался быть максимально отзывчивым и гибким. Это принесло свои плоды.
достижение соглашения, отвечающего интересам обеих сторон, является идеальным Совершенно решением. верно. Я рад, что нам удалось найти взаимовыгодное решение. Я тоже. Такие интенсивные переговоры действительно заложили основу для успешного партнерства. Урок 21. Планирование собрания. Хорошо, Анна, теперь все готовы к деталям переговоров. Как насчет того, чтобы назначить встречу, чтобы все согласовать? Отличная идея. Когда вам будет лучше всего подойти? Позвольте мне взглянуть на мой календарь. Как насчет следующего понедельника в 10 утра? В следующий понедельник в 10 утра звучит отлично. Должен ли я это заблокировать? Да, пожалуйста, сделайте это. Таким образом, у нас будет время завершить эту работу. Замечательно. Я сразу же пришлю приглашение в календарь, чтобы оно было заблокировано. Отлично, спасибо, что вы позаботились об этом. Есть ли что-то еще, что нам нужно подготовить к встрече? Думаю, главное, еще раз пересмотреть ключевые моменты наших переговоров. Верно, хороший звонок. Мы хотим убедиться, что все детали согласованы. Именно так. Я составлю краткое резюме, которое я расскажу во время встречи. Звучит неплохо. И, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут другие вопросы. Подойдет. Я с нетерпением жду завершения работы над этим соглашением на следующей неделе. Мне тоже было очень приятно работать с вами над этим. Точно так же. Уверен, что мы на правильном пути. Согласовано. Хорошо, я буду следить за приглашением в календарь. Вы поняли. Тогда поговори с тобой. Урок 22. Изучение Ниагары на озере. Привет, Анна. Вы когда-нибудь бывали в Ниагаре на озере в Канаде? Нет, у меня нет. Но я слышала, что это прекрасный город. Что вы можете мне об этом рассказать? Ну, он расположен прямо на берегу озера Онтарио, где река Ниагара впадает в озеро. Ах, понятно. Значит, отсюда открывается великолепный вид на воду. Совершенно верно. В городе также царит по-настоящему очаровательная историческая атмосфера. Звучит прекрасно. Каковы основные достопримечательности или чем можно заняться там? В этом районе есть много виноделин, которые предлагают дегустации и туры, которые очень популярны. Дегустация вин в живописном приозерном городе. Похоже на мое путешествие. Да, Ниагарский регион известен своими превосходными винами. Здесь также есть красивые парки. И я уверен, что с пешеходных троп открывается потрясающий вид на озеро и реку. Конечно, это отличное место для активного отдыха и осмотра достопримечательностей. Мне нужно будет добавить его в свой список путешествий. В какое время года лучше всего приезжать? Я бы сказал, что лучше всего подходит поздняя весна или ранняя осень. Погода мягкая, а людей меньше. Приятно знать.
Это было бы идеальное время для прогулок по историческим улицам. Именно так. Здесь царит такая причудливая и спокойная атмосфера по сравнению с более туристическим районом Ниагарского водопада. Мне это очень нравится. Мне нравится идея спокойного и живописного отдыха. Я тоже. Ниагара на озере кажется идеальным местом для этого.